Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Инвиз. В этом видосе я хотел бы вам показать, как настроить гироскоп под себя, чтобы зажимать без отдачи. Ну, а я не буду тянуть, подписываемся на мой канал, ставим лайк вверх, не забываем залетать в телегу, ссылочка на нее в описании. Ну а мы погнали на полигон, там я вам сейчас все покажу. Я нахожусь на полигоне. Давайте, прежде чем я сейчас буду настраивать гироскоп, я вообще расскажу, что это такое и как его включить. Гироскоп — это такая функция в нашем телефоне, благодаря которой, двигая телефоном, можно наводиться, стрелять, зажимать. И гироскоп нам в этом видосе поможет научиться стрелять без отдачи. Как его включить? Я захожу в настройки, в продвинутое управление, листаю в самый низ. И тут есть у нас категория гироскоп. Гироскоп всегда вкл, открыть прицел и закрыть. Если у нас будет закрыть, выбрана кнопка, то гироскоп вообще работать не будет. То есть он выключен. Дальше я захожу, нажимаю открыть в прицеле. Ну, то есть он будет работать, если я войду в прицел. Не очень удобная функция. Вот, поэтому рекомендую просто поставить всегда включенный. Мы будем настраивать и от третьего лица, и в прицелах. Реверс гироскопа не трогаем. Эта функция делает инверсию гироскопа. То есть телефон мы тянем вниз, а гироскоп идет вверх. Ну и, соответственно, также в обратную сторону. Сейчас у нас гироскоп включился. Он у нас с очень маленькой чувствительностью. И, как вы, наверное, уже заметили, я чувствительность сбросил до средних значений. Мне так будет легче настраивать. Почему? Потому что средние значения выбраны разработчиками. Они, то есть, подходят в большинстве случаев почти под всех игроков. Вот. А игроки уже берут и, как это сказать, подстраивают эту чувствительность под себя. Вот. Я тоже от средней чувствительности двигался. Пришел, правда, к низкой чувствительности, даже ниже, чем низкая, но все равно какие-то параметры у меня остались от среднего значения. Сейчас я захожу во вкладку гироскоп и объясню вообще, что тут за что отвечает. У нас есть первая категория, чувствительность гироскопа. Это чувствительность в прицелах от третьего лица, коллиматора, вне зажима. То есть мы просто наводимся, и вот это вот движение, вот эта вот чувствительность, она и настраивается у нас в первой категории. То есть сейчас чувствительность, гироскоп. Вот в этой категории у нас настраивается, грубо говоря, наводка. Вот это у нас уже ADS. ADS — это у нас чувствительность при зажиме. Можно отключить разделение настроек, и тогда у нас будет общая чувствительность гироскопа. То есть вне зависимости, наводимся мы, сжимаем, у нас будет чувствительность одинаковая. Но единственное, мы настраиваем под каждый прицел. Если мы включаем разделение настроек, то у нас уже разделение идет на вне зажима и зажим. Соответственно, вне зажима у нас действует первая категория, во время зажима у нас действует вторая категория. То есть показываю на практике. В этой категории я, грубо говоря, ставлю 400 от третьего лица, а в этой ставлю вообще 1, чтобы наглядно увидеть, о чем я говорю. Вот у меня от третьего лица чувствительность очень большая, я чуть-чуть двигаю телефоном, у меня уже все резко двигается. Теперь я начинаю зажимать. Давайте я сейчас звук потише сделаю. Вот, двигается гироскоп, я телефоном двигаю, я продолжаю им двигать и начинаю сейчас, зажимать. То есть ложу пальчик на кнопочку стрельбы. Все, у меня активировалась вторая категория во время стрельбы, и, соответственно, чувствительность скрутилась до единицы. То есть то, что я и поставил. Так, вот, видно. Про это я объяснил, теперь начинаем настраивать. Что вообще я рекомендую? Я рекомендую, опять же, сбросить все до средних значений и начать настраивать от третьего лица. Если вы хотите играть full гироскоп, а я рекомендую играть full гироскоп, то я рекомендую, сейчас звук чуть погромче сделаю, то я рекомендую поставить чувствительность около 250 и потом от нее двигаться. То есть я захожу в гироскоп, ставлю 250 тут, и 250 тут ставлю. Сейчас расскажу, что дальше делать. Все, это средняя чувствительность, правильная под гироскоп. И от нее мы будем двигаться и плясать. Что мы вообще делаем? Мы пробуем бежать
прыгать по-разному, мансовать, то есть какие-то совершать резкие движения и от этого двигаться. Только сейчас у меня почему-то сенса стопится, непонятно очень почему. Время прыжка. Вроде отлагало. Мы прыгаем и пробуем держать прицел всегда на мишеньке. Тут еще роляет очень сильно ваша чувствительность от камеры, просто чувствительность на палец. Тут я вообще рекомендую ставить значение поменьше. Если мы будем играть и учиться играть от full гироскопа, то рекомендую чувствительность всю скрутить. От средних значений делайте примерно вот как у меня. Ставите на паузу и настраиваете. Так же, как у меня. Потом вы эти все равно значения будете корректировать. Тут аналогично делаем. Будет непривычно, если вы играли на большой чувствительности, но потом вы мне скажете спасибо. Также рекомендую отключить разгон проведением по горизонтали, вот эту функцию. Она очень сильно мешает зажиму. Я по этой функции снимал отдельный видос. Сейчас он у вас высветится в подсказках вверху справа в углу. Поэтому, если вам интересно, можете залететь посмотреть. Обязательно эту функцию выключаем. Так, я чувствительность себе сделал поменьше. Теперь мы тренируем гироскоп. Ищем нашу чувствительность. Мы должны по-разному прыгать и держать, стараться прицел на мишеньке. Я ставлю чуть больше, мне этого мало гироскопа. Это сейчас такой муторный этап, от третьего лица настраиваю чувствительность. Потом будет немножечко полегче. Тут тоже ставлю 300 и пробуем. То есть и пробуем мансовать по-разному. То есть двигаем, прыгаем, приседаем и стараться держать. И резкие какие-то флики учитесь делать по мишенькам. Мне просто сейчас не очень удобно это делать. У меня куча проводов. Вот что-то типа такого у вас должно получиться. И дальше пробуйте по ним зажимать. То есть различно двигаетесь, прыгаете и держите, получается, постоянно мишень в прицеле. И, соответственно, немножечко помогая пальцам. Не надо full прям настраивать 400% гироскоп и пытаться что-то так сделать. Все, я уже, в принципе, привык к этой чувствительности. И так вот мы делаем. То есть мы тренируем АИМ от гироскопа. Вот что-то типа такого у вас должно получиться. Как только вы достигнете этих значений, то будет шикарно. Если вы слишком сильно переводите пальцем либо гироскопом, то корректируйте чувствительность. Заходите в настройки. Если вы переводите сильно пальцем, зашли в чувствительность, убрали чувствительность на палец. Если вы переводите слишком гироскопом, то взяли, убрали чувствительность от гироскопа. Но я думаю, то, что 250% от третьего лица, эта чувствительность, она многим зайдет. Ее многим будет достаточно. Вот, но все равно вы можете корректировать в большую сторону, либо в меньшую сторону. Тут уже по ситуации. На Close Fight я рекомендую чуть-чуть добавить. Я от этой чувствительности примерно добавляю 20-30%. То есть 25 поставлю, 325. Все, при зажиме мне будет комфортно в упоре. Также и на пальчик я рекомендую сделать. На пальчик я даже, наоборот, рекомендую, кстати, уменьшить. Тут 55, а тут я поставил бы 45. Вот так вот. Теперь начинается самое интересное. Это зажим в прицелах. Давайте возьмем, не будем брать точку, давайте возьмем тройку.
У нас маленькая чувствительность на палец, не забываем об этом. Я специально поставил ее поменьше, можно даже еще меньше поставить. Вот так вот. И пробуем сейчас зажать в тройке. Так, это сейчас на 4 вроде поменял. Вот тут меняем на 15. Пробуем зажать. У меня прицел уводит вверх. Так как прицел уводит вверх, мне не хватает чувствительности. Я захожу в настройки чувствительности, сюда. И на 4, на 3 давайте ставим 200%. На 4 ставим 180%. Даже на 3 давайте поставим 210%. И пробуем зажать. Так, извиняюсь, я забыл момент один важный. Мы так как мы поставили разделение, мы берем и ставим тут также. Но вы, наверное, спросите, а смысл тогда от разделения, если у нас одинаковые стоят настройки? Дальше я вам сейчас расскажу все. Почему так вот, а не по-другому. Все, настроили, пробуем зажать. Что вообще в такой ситуации делать? Мы должны телефон медленно, плавно, аккуратно, ювелирным образом опускать вниз. Вот прям ювелирно, осторожно, без тряски опускаем телефон вниз. Это все придет с опытом, потому что у оружия есть еще горизонтальная отдача, она никуда не девается, и со временем вы научитесь четко ее контролировать. Вы будете вести телефон не ровно вниз, а чуть-чуть по диагонали, влево, вправо. Это все придет с опытом. Вам нужно сесть полчаса-час позажимать с гироскопом. Вот я поставил такую чувствительность. Это тоже считается средняя чувствительность для всех игроков в PUBG. Именно от гироскоп. От этой чувствительности вы уже можете двигаться дальше, потому что телефоны имеют разную чувствительность с завода, именно гироскопа. Поэтому нюансы все равно свои есть. Не бывает чувствительности такой, чтобы она подходила всем. И под каждый девайс. Поэтому я что сейчас делаю? Я беру, ставлю меньше просто вне зажима. Например, 150 с 4. Сразу просто префайром ставлю, потому что я уже знаю. И с тройки я тоже ставлю 180 где-то. Нет, давайте 190 поставим. Показываю, зачем я это сделал. У нас теперь тряска будет меньше, потому что нам нужно еще иметь в виду то, что мы будем стрелять с каких-нибудь ДМРок, то бишь мини, там QBZ, ой, QBZ, КБУ. Либо тапать с эмки тоже иногда очень важно. И в этом как раз таки нам помогает разделение. С болтовок, с авика, с 8, с 6, с 4. Вот, допустим, вы нашли болтовку, но не нашли вы там 8, да? Вы нашли 3, 4. Вы представляете, если вы поставите чувствительность большую, вне зажима, то у вас там будет просто вот так вот прицел ходить. Вы будете там просто пытаться со своими вот такими трясками попасть по голове. Поэтому мы берем, ставим меньше на наводку, чтобы точно навестись на голову. И потом уже чуть-чуть увеличиваем на зажим. И у нас получается вот такая вот картина без обвесов каких-либо. Смотрим. Мне чуть не хватает. У меня ведет прицел вверх. Я беру, добавляю на зажим теперь. Например, 225. И пробую зажать так. Чуть-чуть еще добавлю, буквально капельку. Например, вот так вот. Так, у меня какая-то хрень открылась. Пробую еще раз. Теперь пробую с 4 зажать. На 4 мне не хватает, поэтому я возьму в зажиме, добавлю чуть-чуть. Например, 195.
Мне также не хватает. Добавлю еще. Ну, в принципе, я считаю это неплохо. Аналогичным образом вы и настраиваете. Если у вас прицел слишком сильно уводит вверх, вы берете, добавляете чувствительность понемногу. Если слишком колбасит прицел в зажиме, то берете и уменьшаете чувствительность. Таким образом вы дойдете до идеала. Но вы не дойдете сразу на полигоне до идеала. Вы это будете все равно все осваивать определенное время. Вы поиграли, вас убили, например, либо вы кого-то убили, и вы анализируете. Короче, если слишком трясет, уменьшайте. Если слишком сильно уходит прицел, сложно контролировать. Чувствуете, что вам не хватает чуть-чуть зажима. Берете и добавляете. Вот прям по чуть-чуть. Буквально по 5-10%. Теперь я беру, ставлю обвесы и попробую с обвесами зажать. С 4, например. Вот сейчас у меня немножечко прицел трясло. Я беру, захожу в гироскоп. И чуть-чуть на зажим уменьшу. Например, вот так, 199 поставим. Пожалуйста, вот так вот это и делается. Методом вот таким, если слишком сильно трясет, уменьшаете. Не хватает, увеличиваете. Все просто. В принципе, больше никаких секретов и нету. Да и в принципе его и не было. Все просто. Ведь все это лежит на поверхности воды. Нужно просто это правильно понять, освоить, и все придет со временем. Также для того, чтобы тренировать флики, я рекомендую брать, ну, к примеру, давайте 6 возьму. У меня на 6 сейчас чувствительность маленькая. Я захожу в чувствительность, в гироскоп. И 6. Что мы делаем с 6? Увеличиваем чувствительность до 90 где-то. Слишком большая. Беру, пробую поставить поменьше. Не забывайте, что чувствительность на пальце у вас должна быть маленькая, желательно. То есть вот как у меня. Заходим сюда и ставим, например, 75. Вот мне чуть-чуть как будто не хватает, я зайду и попробую ее добавить чуть-чуть. Так как эта 6, она более чувствительна к изменениям, поэтому добавляем прям понемногу. Чем больше прицел, чем больше у него кратность 6х, 8х, тем меньше нужно добавлять чувствительности. Имейте это в виду. И берете вот так вот, тренируетесь. Тоже берете и фликаете, стараетесь. Вот, можете поставить одиночные. И пробуйте фликать. Чтобы уменьшить тряску, я рекомендую в данной ситуации чуть-чуть добавить вот тут прицел. Чувствительность на прицел. Тут рекомендую чуть-чуть уменьшить. В зажиме мы берем, если мы будем зажимать, то рекомендую поставить чуть больше, чтобы во время стрельбы с ДМРок тапами, чтобы у нас быстро восстанавливался прицел. Вот так вот поставить. И пробуем теперь. И просто тренируйтесь вот так фликать, и все. В моем случае сенса чуть-чуть большевато. Я поставлю ее еще меньше чуть-чуть. И пробуем. У меня на палец большая чувствительность. Что я сделаю? Я возьму на палец ее поменьше сделаю. Все, моя стрельба стала более точной.
И тренируйтесь просто методом таким простым. Если слишком много, уменьшайте, если слишком мало, увеличивайте. Не хватает, добавили чуть-чуть буквально. Если слишком много, чуть-чуть уменьшили. Также и с зажимом. Уходит вверх, берете и добавляете. Если слишком трясет, либо уходит вниз, берете и уменьшаете чувствительность. Все просто. И таким образом вы тренируете флики, в принципе. Ничего сложного нету. То есть все просто. Я надеюсь, что вам видос этот помог. Я не придумал никакой заумный способ, я просто рассказываю так, как когда-то настраивал я. Я когда-то пришел к совершенству, чтобы нормально зажимать, нормально фликать. Поэтому все просто, все делается таким методом. Нельзя просто взять чью-то чувствительность и тут просто ее поставить и играть очень хорошо. Нужно самому ее настроить, нужно самому к этой чувствительности идеально прийти. У кого-то взять сенсу и играть с ней, но это не такое. Вы будете внушать себе то, что вы играете хорошо, но это будет далеко не так. Вы можете играть лучше, если вы настроите чувствительность именно свою и под себя. На этом моменте, я думаю, стоит завершать этот видосик. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить пальчик вверх, писать свои комментарии. Меня это очень сильно мотивирует. И реально, благодаря вашим лайкам, благодаря вашим подпискам, хочется продолжать и снимать контент дальше. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был Инвиз. Всем пока-пока. До новых встреч.